Всем привет! Сегодня в обзоре G-Shock, модель Casio GWM5610. В такой большой коробке они поставляются. Внутри паспорт, вкладыши. Карточка международной гарантии. Вот. Давайте все это в сторону. И внутри расположена металлическая коробка G-Shock. Давайте посмотрим, что внутри. Вот так выглядят эти часы. Часы сделаны по мотивам достаточно известной модели 5600. И сегодняшний обзор ради интереса я буду проводить вот с этой известной классической моделью. Вот она называется DW5600. Вот. И для того, чтобы было интереснее, мы проведем сравнение вот этой модели с обычной классической моделью. Хочу сразу сказать, что по цене они весьма значительно отличаются. Вот эта модель стоит порядка $100, от 80 до 100, и бывает и выше 100. А эта модель стоит примерно в 2 раза дешевле. Давайте сравним, чем они отличаются. Значит, на первый взгляд кажется, что корпуса абсолютно одинаковые, если так посмотреть. Но определенное отличие все-таки есть. Если посмотреть, вот обратите внимание на вот эту часть. Она все-таки разная. Здесь она больше, здесь она немножечко меньше. Соответственно, если мы посмотрим сбоку, это тоже видно. Немножечко другая форма вырезов сбоку. Давайте посмотрим. Ремешок. Ремешок очень похож. Такое впечатление, что он практически одинаковый. Возможно, немножко отличается, но визуально это определить сложно. Теперь посмотрим на заднюю крышку. Задняя крышка разная. Вы видите, форма крышки немножечко разная. Важным отличием является то, что модель вот этих часов сделана в Таиланде. Сборка вот этих часов производится в Китае. Теперь вернемся к циферблату. Обратите внимание, что дисплей тоже несколько разный. То есть, если посмотреть внимательно, то фон вот этих часов DW10620, он не совсем белый, то есть контрастность вот этих часов выше. Это не только на видео так кажется, в жизни это выглядит точно так же. Здесь фон серо-зеленый, здесь он более светлый и контрастность цифр выше. То есть под любым углом, если вы посмотрите, это заметно. Дисплей. Вот эта часть, она матричная. Видно, что здесь цифры сделаны из точечек. Здесь обычный цифровой дисплей. Ну и здесь еще есть дополнительные служебные модули. На этом обзор сравнительный и заканчиваю. Теперь расскажу именно о модели GWM5610. А эти часы откладываю в сторону. Сразу хочу сказать, что корпус пластиковый, стекло минеральное, водозащита до 200 метров. И теперь возможности, почему эти часы стоят намного дороже, я сейчас объясню. В этих часах есть несколько важных существенных отличий. Самое первое, вернее два важных отличия, это то, что эти часы на фотоэлементе, то есть Solar Power, TAF Solar серия, то есть они подзаряжаются от солнца, внутри стоит от солнца и любого источника световой энергии, лампы в том числе. Вот, внутри стоит аккумулятор, который подзаряжается от этой энергии. Второе, то, что часы имеют функцию радиосигнала, синхронизации по радиосигналу от атомных часов. И вот это, об этой функции я хочу сказать немножечко поподробнее. Давайте перейдем за компьютер и посмотрим несколько рисунков. Вот так выглядит карта, которую дает Casio. И давайте обратим внимание на Европу. Я проживаю примерно вот в этом месте, вот как указывает курсор. И по карте я нахожусь даже за зоной уверенного приема. И поэтому я, в общем-то, откладывал покупку этих часов, потому что заплатить деньги, не пользоваться функцией синхронизации было очень обидно.
Давайте посмотрим вторую карту. То есть вот где-то здесь. Вот где-то здесь я расположен. То есть мой город расположен здесь. То есть на границе 2000-километровой зоны. Есть еще специальный сервис, который определяет расстояние. Вот здесь расположен город Майнфринген. Здесь город Днепропетровск. Расстояние по прямой 1883 километра. То есть это превышает гарантированную зону приема в 1500. И поэтому я находился в зоне неуверенного приема сигнала. Теперь обратите внимание на дисплей. Вот здесь есть характерное окошечко, которое показывает о том, что сигнал радиосинхронизации принят. Давайте посмотрим дату. Сегодня в 4 часа ночи 3-18, то есть 3 марта. Сегодня именно сигнал прошелся, часы синхронизировались, так что вполне можете покупать эти часы, не боясь того, что сигнал не пройдет. Теперь расскажу, как все это было. На самом деле, вот есть индикатор, показывающий уровень радиосигнала. L1 это очень низкий уровень. На самом деле при таком уровне сигнала синхронизации не произойдет. И она и не происходила в том месте, где я живу. Я проживаю на втором этаже, вокруг высотные дома. И сигнал не проходит. Но когда я часы оставил в офисе на 7 этаже, на западной стороне у окна, как того рекомендует, сигнал спокойно прошел. И часы синхронизировались. И что я вам сейчас показал. Ну теперь давайте так что... Что касается сигнала, то в нашей местности он проходит. Давайте теперь вернемся все-таки к функциям. Значит, в основном дисплей часы, минуты, секунды, день недели, дата, месяц, дата. Что добавилось по сравнению с предыдущими часами, с которыми я сравнивал? Добавилось мировое время. В данном случае Рим. Мы можем... И вот для этого служит именно матричный дисплей. Для того, чтобы вы видели индикатор города Берлин. И так далее. То есть мы выбираем нужный нам город, получаем мировое время. Ну и дальше стандартная функция. Следующая функция будильник. Будильников 5. Не буду их все показывать. Здесь эта функция стандартная. Секундомер с точностью до 1/100 тоже я не буду показывать, потому что эта функция стандартная. Таймер. И возврат в основной режим. Теперь я покажу часы на руке. И посмотрим, как работает подсветка. Кстати, обнаружил вот надпись на клипсе, что сделано в Таиланде. Похоже, ремешки все-таки делаются в разных местах. Если предыдущие часы собираются в Китае, я сомневаюсь, что ремешок ведут из Таиланда. Соответственно, вот эти часы полностью из Таиланда, ну а механизм японский. Вот так часы выглядят на руке. Хочу сказать, что эта модель известная, и она сидит точно так же, как и предыдущая. Сидит очень комфортно, удобно. Она достаточно компактная для G-Shock'ов. Я забыл упомянуть толщину корпуса. Толщина корпуса 13 мм, что для G-Shock'ов является небольшим показателем. Обычно эта цифра находится в пределах 15, 16 и даже 17 мм. Ну и теперь давайте посмотрим на подсветку. Вот так выглядит подсветка. Подсветка яркая, контрастная, поэтому никаких затруднений здесь не будет. Я забыл сказать, что есть еще индикатор уровня заряда батареи, то есть низкий, средний и высокий. В данном случае он находится на среднем уровне. Ну и теперь вердикт, скажем, стоит ли платить двойную цену за эти часы, решать вам. Часы у нас достаточно функциональные, интересные. Если вы можете себе это позволить, я вполне рекомендую эту модель, как минимум. Она вас не разочарует. На этом все. Всем спасибо. Пока. До новых видео.